Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Сегодня вы узнаете уникальнейший рецепт домашней маски, которая очень быстро разгладит даже самые глубокие морщины. Маска имеет очень приятную консистенцию, дает быстрый омолаживающий кожу эффект, подтягивает обвисшие брыли, убирает мелкие морщины и замедляет процессы старения кожи. Маска подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб, либо пилинг. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы также можете найти на моем канале. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Для достижения наилучшего эффекта чередуйте эту маску с другими масками. Рецепты домашних масок в огромном количестве вы можете найти на моем канале. Маска подходит для всех типов кожи. И давайте приступим. Маска очень простая в приготовлении. Нам понадобится желатин. Используйте желатин пищевой. Желатин – это природный коллаген, который очень интенсивно разглаживает морщины, убирает дряблость и шелушение кожи. Нужно взять 1 чайную ложку желатина. Смотрите, мои дорогие, если у вас желатин крупный и жесткий, твердый, то лучше всего перемелите его в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок желатиновый порошок. Я использую желатин для приготовления желе, суфле, и поэтому он у меня, во-первых, приятно пахнет, и очень легко из такого желатина приготовить домашнюю маску. Затем разбавьте желатин кипяченой водой. Если у вас желатин интенсивно впитывает воду, то воды добавьте чуть побольше. У меня лимонный желатин, дополнительно есть аромат лимона, поэтому он имеет вот такой желтый, интенсивный, красивый цвет. Вы также можете использовать любой желатин, который у вас есть под рукой. Главная задача интенсивно довести желатин до именно такого приятного состояния, чтобы легко было его наносить в дальнейшем. Если желатин у вас плохо набухает, то подержите его на водяной бане так, чтобы он был вот такого приятного состояния. Если воды маловато, можно еще добавить небольшое количество. И по мере растворения желатина регулируйте количество воды так, чтобы нанести эту маску было комфортно. Желатин разный, и, честно говоря, я в момент приготовления домашних масок из желатина каждый раз добавляю разное количество воды, потому что желатин бывает разной плотности, разной влажности. И, конечно, от того, насколько вы хранили желатин в сухом помещении, значит, он будет очень сухой, поэтому жидкости требуется чуть больше. И затем в желатин, который уже готов, разбух, нужно добавить сок лимона. Сок лимона хорошо убирает пигментные пятна. Можно использовать свежевыжатый сок лимона. Я люблю использовать для приготовления домашних масок уже готовый сок лимона. Это очень удобно, и он всегда под рукой. Нужно взять 5 капель сока лимона. Также тщательно смешать эти компоненты. Сок лимона хорошо осветляет кожу. В зимнее время это как раз тот витамин С, который необходим нашей коже. Кстати, если у вас нет сока лимона, либо лимона под рукой, вы можете использовать и витамин С в таблетках. Возьмите 1 таблетку, разомните предварительно, разведите 1 чайной ложкой кипяченой воды комнатной температуры, и можно использовать в этом виде витамин С в приготовлении домашних масок. Следующий компонент, нам понадобится глицерин. Глицерин хорошо увлажняет кожу, дает такую пленку, которая не дает нашей коже терять влагу. Также нужно взять 5 капель глицерина. Также тщательно смешайте все компоненты. И следующий ингредиент для этой маски, нам понадобится оливковое масло.
Если под рукой у вас нет готового оливкового масла, вы можете использовать масло подсолнечника, либо масло косметическое, то масло, которое подходит к вашему типу кожи. При выборе оливкового масла обращайте внимание на то, чтобы масло производитель упаковывал в стеклянную темную емкость. И, конечно, смотрите, чтобы масло было первого холодного отжима. Нужно добавить 1 чайную ложку оливкового, подсолнечного либо косметического масла. Масло очень хорошо взаимодействует с желатином. Также тщательно смешайте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. В момент приготовления домашних масок не торопитесь. Я люблю делать маски с чувством, с толком, с расстановкой и, конечно же, с хорошим позитивным настроением. От этого также зависит тот эффект, который маска будет оказывать на вашу кожу. Все домашние процедуры постарайтесь сделать в спокойном состоянии. И делая маски, не торопитесь, конечно, получайте от этого удовольствие. Пусть ваше лицо, ваше тело знает, что вы его любите и очень хорошо о нем заботитесь. И, конечно же, не замедлят ждать результата. Вот такая должна получиться приятная консистенция. Эту маску лучше всего наносить сразу после приготовления. Если вы сделали большее количество, которое необходимо для нанесения на лицо этой маски, нанесите эту маску также на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Если вы наносите эту маску на шею, на зону декольте, то покройте сверху эту маску целлофановой пленкой, если у вас нет проблем со щитовидной железой. Это будет более интенсивно способствовать глубокому проникновению питательного коллагена в эпидермис кожи. Также эту маску можно нанести на кожу вокруг глаз и на верхнее нависшее веко. В момент подсыхания маска дает очень интенсивный лифтинг-эффект. Нанесите эту маску в 3 слоя. После нанесения каждого слоя дайте примерно по полминуты на то, чтобы она вошла во взаимодействие с кожей и слегка пропитала кожу. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем. Не начинайте сразу смывать домашние маски, так, чтобы в процессе смывания маски не растянуть свою кожу. В момент смывания сделайте легкий массаж по кожным массажным линиям. Смойте маску водой комнатной температуры. Маска не требует тонизирования кожи, поэтому сразу нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего. Пока-пока.